Сегодня сделаем простой, но очень вкусный рецепт. Сегодня будем баловать моих дегустаторов, которые постоянно пробуют все мои блюда. Привет! Сегодня сделаем шашлык 3 маринада в домашних условиях. Времени понадобится не слишком много. Как вы уже заметили, нам понадобится 2 половинки куриных филе. Каждую половинку разрезаем еще раз вдоль пополам, затем разрезаем на небольшие полоски, а эти полоски нужно будет нарезать на кубики примерных размеров 3 на 3 сантиметра. Все нарезанное кубиками мясо отправляем в отдельную глубокую тарелку. К мясу добавляем 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сушеного молотого чеснока и 1 чайную ложку смеси разных перцев. Конечно же, сюда вы можете добавить еще свои любимые специи. Ну а дальше не стесняемся и вот так вот просто руками очень хорошо все перемешиваем. Я бы сказал, немножко еще даже все отжимаем, чтобы все мясо более-менее равномерно покрылось теми специями, которые вы добавили. После перемешивания тарелку с мясом оставляем на столе на 30 минут при комнатной температуре. Тем временем нам нужно взять шпажки и замочить в воде, пока будет мариноваться мясо. Через 30 минут берем 3 разных тарелки, так как у нас будет 3 маринада. В первую тарелку добавляем 1 чайную ложку натурального меда и 1 чайную ложку острой горчицы. Все очень хорошо перемешиваем до однородного состояния, так чтобы мед с горчицей хорошо размешались. Во вторую тарелку добавляем 1 чайную ложку любой сметаны и 1 чайную ложку томатного соуса. И тоже все очень хорошо перемешиваем до однородного состояния. А в третью тарелку нужно добавить 1 столовую ложку соевого соуса и 1 столовую ложку лимонного сока. Далее берем мясо, которое у нас мариновалось в специях, и более-менее равномерно распределяем по всем 3 тарелкам. В каждой тарелке еще раз хорошо перемешиваем все мясо и оставляем так мариноваться еще на минут 15-20. Через 20 минут все кусочки мяса нужно будет красиво и аккуратно нанизать на шпажки, замоченные в воде, а затем укладываем все в противень, застеленный пергаментной бумагой. Затем берем небольшое количество подсолнечного масла и кисточку, и все шашлыки нужно красиво смазать с 2 сторон подсолнечным маслом. Это для того, чтобы они остались более сочными и вкусными. Ну а после этого отправляем все в разогретую духовку до 200 градусов на 20-25 минут. Ну а по итогу получилась вот такая вот необычная красота и вкуснота, друзья. После того, как мы попробовали все шашлыки с разными маринадами, явного фаворита мы не определили. Каждый маринад по-своему очень вкусный и необычный. Рекомендую приготовить и попробовать, ну а после того, как попробуете, напишите в комментариях, какой маринад вам понравился больше всего. На этом, друзья, у меня на сегодня все. Если вам понравились такие варианты приготовления шашлыка в домашних условиях, подписывайтесь на канал и оставляйте свое мнение в комментариях. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!